Здесь роботы и современнейшая техника соседствуют с многовековыми традициями. Бетонные джунгли бок о бок с удивительными парками. Это Япония, страна-парадокс. Для нас Япония непременно суши и сакура, якудзы и самураи. Однако я решил прочувствовать и изучить немного другую Японию, заглянуть за ограду стереотипов. И предлагаю всем вам принять участие в моем удивительном путешествии. Мы находимся в Токио. Когда ты в Японии не можешь даже смыть за собой. Биоробот вообще, я не знаю, он умнее, чем мой телефон. Знаете, нифига не вкусно. Только зря 50 рублей потратил на жертву. Проходим тот самый перекресток, люди идут навстречу, сталкиваются, обалдеть. И это еще походу не сам час пик. 9,5 часов в полете. Еще раз, 9,5. Но стоит отдать должное японским авиалиниям JR. Ее сотрудники постарались сделать все, чтобы полет прошел максимально комфортно. И это не минутка рекламы. Посудите сами. 3 раза кормили. Первое, второе и компот. В общем, полный набор. Плюс каждый час аперитивы, фрукты, мороженое, пледы и индивидуальные средства гигиены как приятный бонус. А уже в Токио в аэропорту Нарита другая приятность. Милые японские сотрудники заблаговременно аккуратно разложили багаж. Не нужно ничего ловить на ленте. Подходишь и спокойно забираешь. Ну разве не прелесть? Добираться из аэропорта Нарита в центр примерно час на Аэроэкспрессе. Расстояние не маленькое, 75 километров. Стоит примерно 700-800 рублей на наши деньги. Вот самое первое, что я увидел в японской столице. Дома, дома, еще раз дома, плотность застройки восхищает. Конничева, дамы и господа, самураи и самурайки, гейши. Так, стоп. Предупреждаю сразу. Сейчас сформулировать хоть какую-то внятную мысль попробует человек, который летел, еще раз, почти 10 часов и спал из них, дай бог, 2 или 3. Мы находимся в Токио, столице Японии, если кто не в курсе. Минутка географии такая. Спустя 10 часов почти мы наконец-таки добрались из Москвы и будем наслаждаться этим городом. Погодка 22-24 градуса, очень тепло после 3-4 градусов, которые были ночью в Москве, это вообще просто какое-то бабье лето. Первое жилье мое было обычным, демократичным, без всяких изысков. Это такая общая комната, dormitory room, если объяснять на европейский манер. Примерно 8-10 человек в комнате, у каждого своя капсула, но с нормальным личным пространством, а не как в барокамере. А есть и такие дешевые варианты, ну а здесь индивидуальное освещение, по полметра пространства слева и справа, подзарядка, в общем, пойдет. Но одно дело заселиться, с этим проблем не было, а вот реальная беда ждала меня в туалете. Ты понимаешь, что тебе пора в дом престарелых, когда ты в Японии не можешь даже смыть за собой. Все, списывайся со счетов. Вот как здесь, какую кнопку нажимать? Этот биоробот вообще, я не знаю, он умнее, чем мой телефон. Ну вы посмотрите, сколько кнопок, что нажимать. Это вообще радио. Радио, тут вообще можно с космосом выйти на связь. Что это вообще значит? Что делать? Люди, помогите, я за собой смыть не могу. Первая заметка, что бросается в глаза. Вот сзади меня находится огромное количество автоматов. Все дело в том, что Япония страна небольшая, людей много, домов еще больше. И места для кафешек, для ресторанов не так много, а вот для таких автоматов предостаточно.
Здесь обычно еда, напитки, вот я вижу, там чаек, газировка, надо будет попробовать взять, примерно 140-150 йен. Опять-таки, делить на 2 нужно, чтобы понимать, сколько это в рублях получается. Очень замысловатые разные напитки с разными вкусами, надо обязательно попробовать будет. Поедем до первой достопримечательности, до всяких храмов буддийских. Позвольте, не всякие, а самые древние в Токио. Один из них Сен-Содзи, по-нашему храм молодой травы. Чем обычно пугают приезжих? Правильно, токийским метро. Ну, я думаю, ну что, в Москве и так метро сложное. МЦД, МЦК, ВМЗ, чего-чего только нету, ВМФ. Но, вы знаете, вместо 1000 слов, просто посмотрите на вот эту микросхему. И вот это все карта токийского метро. Да, микросхема — это мягко сказано. Паутина токийского метро включает 285 станций. 285. Это на полсотни больше, чем в той же Москве, хотя в столице, кажется, подземка растет как на дрожжах. Линий всего 13, у каждой своя буква, цифра. У станций, как видите, тоже есть свой порядковый номер. Когда по громкой связи слышишь этот шифр, плохо становится не только гуманитариям. Все бы ничего, и в этих линиях-то можно, в принципе, разобраться, потому что указателей куча, стоят прекрасные люди в форме, которые тебе подскажут, ну, на корявом английском, но бог с ним, в принципе, понятно. Проблема еще в билетах. Помимо того, что тебе нужно купить билет, ну, ты вот один раз его взял, и все, и ты свободен. Нет, если ты пересаживаешься с одной линии на другую, то очень часто тебе придется билет взять еще один. А все почему? А потому что в токийском метро разные линии принадлежат разным компаниям. Это то же самое, что у нас бы, допустим, кольцевая ветка принадлежала бы РЖД, а все остальные московскому метрополитену. И каждый нужно заплатить за то, что ты пользуешься их участком. Согласитесь, странновато, но я поговорил с японцами, и они утверждают, что ничего странного и необычного в этом нет. Привыкли, видимо. В Токио, как и во многих других городах Европы, зональная система. Чем ближе ехать, тем меньше платишь. И наоборот. Еще поразили меня станции. Такие красочные витражи и рисунки на стенах я не видел нигде. Делюсь впечатлениями своего первого перекуса. За 830 йен, а соотношение с нашей валютой это примерно 1 к 2, короче, на 2 делить. То есть примерно 400 с копейками рублей. Взял рамен, известный суп с лапшой, с мясом. Подача отличная, огромная тарелка, вот эта глубокая, вот эта чаша с бульоном. Необычный соус, такой соево-бобовый, в общем, такой очень солоноватый, достаточно, но хорошо сочетается и с абсолютно не соленой лапшой, с таким мясом, говядина отварная, плюс еще в темпуре курицу подают, плюс еще яйцо, плюс еще вода бесплатно. В общем, не знаю, мне кажется, за 400 рублей это очень даже прилично. Самое забавное, что там нет официантов в общем понимании, стоит автомат. Полностью на японском, вот эти каракули, их иероглифы, ничего не понятно. Ко мне подошли добрые люди, подсказали, там, в общем, жмешь кнопку, выбираешь заказ, там меню нету даже бумажного, просто на автомате есть отдельные кнопки, и там только с лапшой, лапша с мясом, рис, еще что-то жмешь, тебе выдают чек, и ты с этим чеком, как обычно, допустим, в Сбербанке, встаешь в электронную очередь и ждешь, когда тебе все это приготовят и выдадут. Потрясающе. Японцы, конечно, живут в 3000 каком-то 28 году. И вот я, наконец, в районе Асакуса. Квартал знаменитый своими рикшами, ресторанами на каждом шагу и уникальными буддийскими храмами. Пришел к первой же достопримечательности и понял, что делать аутентичные фотографии, где никого совсем нет, не получится. Вот, посмотрите, сколько товарищей. И это еще не самый центр. Я решил поехать на окраину, чтобы посмотреть что-то необычненькое. И вот даже тут много туристов.
Да, нигде покоя, походу, не будет. Вот это бог грома, а вот там находится бог ветра. И вот за этими воротами, за огромным количеством лавы, где, наверное, будет много чего вкусненького, находится очень красивый храм, к которому мы идем. Полностью ворота называются Каминаримон. Привыкаем к сложным японским названиям, их будет еще много. За колоритными воротами к храму ведет улочка с сувенирами, конфетами, выпечкой, много чем. Но покупать тут что-то не советую, неоправданно дорого. У меня только один вопрос: как здесь перестать все фотографировать и все снимать? Я в первый же день истрачу всю память. Ну посмотрите, вывески, даже на столбе. Смотришь, и уже какое-то искусство. Позже я понял, не нужно бороться с этим почти что маниакальным желанием все фотографировать, ведь в этом и есть весь шарм Японии, в самобытных и уникальных деталях. Ну что, хватит рассказывать про автоматы, пора бы и самому уже попробовать вот какой-то прекрасный напиток. С покемоном ни одного слова, не то что по-нашему, по-английски, состав тоже весь в иероглифах. Дай бог мне здоровья. Знаете, нифига не вкусно. Только зря 50 рублей потратил на жир. По вкусу, вот когда гречку сварили и вода от нее осталась, вот это, походу, вот такой вкус. Не спрашивайте, откуда я знаю, как пахнет вода из-под вареной гречки. Ну, вот это действительно такой вкус, овес какой-то. Освежает, окей, прохладно, сейчас жару самое то, но это, блин, гадость-то еще. Потом я еще не раз и не два выбирал редкостную дрянь, но методом проб и ошибок все-таки нашел что-то свое. Зеленый чай с жасмином, холодный кофе с молоком и черный чай с лимоном и имбирем. До конца поездки я брал их постоянно. Ослепляющая красота архитектуры, поэтому я тут очечки нацепил. Ворота Радзо... Фу, блин, забыл уже. Давайте дубль 2, забыли про мою предыдущую оплошность. Давай-ка забудем об этом. Ворота Хадзамон. Очень красиво. Как бы и без моих комментариев все понятно. А вот за ними находится прекрасный храм Сенсо-Дзи, буддийский. Сейчас мы идем до него. Этот храм кардинально меняет ваше представление о религиозных сооружениях. Тут много рисунков, шумно. Вместо золотых куполов или готических шпилей венозно-красные витиеватые крыши. Они мне чем-то напоминали шляпы. Есть здесь и свой специфический запах. Не отпускает вот этот запах благовоний, как в наших храмах от кадила. Такой вот запах спертый, что же он на языке чувствуется, даже горчит немножко. А ведь это не внутри помещения, тут на улице. Я вообще не представляю, в каком кумаре эти монахи, когда у них эти благовония целыми днями внутри храмов и пагод. Надышавшись этих ароматов и насмотревшись на нескончаемую толпу туристов, я решил найти место для релакса. И я его нашел, пусть и в 40 минутах езды на метро. Несмотря на то, что Токио просто кишит людьми и туристами, все равно есть такое место, где все-таки можно отдохнуть. И это место называется Рикуген парк. Не умею я пока разбираться и нормально читать японские названия. Короче, Рикуген парк. Кстати, вход во многие парки, если хотите порадоваться красотой, чистым воздухом, пением птиц и прекрасными ландшафтами, заплатите за это. Парки многие платные в Токио. И этот стоит 300 йен. В пересчете наши деньги 180 рублей. Ну, гуляешь здесь сколько хочешь, но вот сам факт. 150-180 рублей вынь да положь.
Если подумать логически, платить тут, собственно говоря, и не за что. В токийских парках нет обилия аттракционов, кафешек минимум, нет редких животных или растений, но есть непередаваемая восточная атмосфера. За нее-то, видимо, и готовы платить как местные жители, так и туристы. Ровные газоны, каменные фонари, как с картинки, пагоды, необычно скрюченные деревья, крохотные прудики. По отдельности эти элементы ничем не примечательны, но грамотно комбинируя их, встраивая друг в друга, японцы добиваются ошеломляющих результатов. Японцы знают толк, как перезагрузиться. Они трудятся, дай бог, пашут. Отказываются от выходных. Одни из самых работоспособных и пашущих наций. Но при этом живут дольше всех нас. Выглядят отлично, все время счастливы. Так, наверное, в этом-то и есть вся суть, что они умеют перезагружаться, умеют отдыхать и находить прекрасное в мелочах. В том числе вот в таких вот парках, где можно просто отдохнуть, почитать книжку, да, заплатить энную сумму денег, но лучше открыть от себя эти мысли. И самое главное, что ты получаешь, это отдых, духовный и физический. Так, наверное, и создавались шедевры хокко или такая самобытная японская живопись. Сидели вот так вот, слушали красивую музыку. Сзади пагода, точнее чайный домик. Они сидели, думали о вечном и писали, рисовали о вечном. Помедитировали, а теперь можно и снова в гущу. А куда как не в гущу идти, в район Сибуя, где много небоскребов, где тот самый перекресток 7 улиц, где постоянно делают видео, таймлапсы с огромными потоками людей. И находится, между прочим, статуя Хатико. Давайте все это посмотрим. Сибуя – один из 23 специальных районов Токио. Здесь проживает почти 210 тысяч человек, то есть, например, больше, чем во всем Норильске, Пскове или Северодвинске. Сибуя – это центр моды, все начинает закипать ближе к вечеру. Вспыхивают прожекторы, вывески, кафе, супермаркеты, модные бутики. Жизнь без преувеличения в Сибуя бьет ключом. Ты будто оказываешься в комиксе, так все ярко, броско и кричит тебе: смотри сюда, сюда или вот сюда. И наблюдает за всем этим безумством невозмутимый Хатико. Сзади тот самый Хатико. Ничего особенного. Пёси, огромное количество людей хотят с ними сфоткаться. По уровню разочарования идет вровень с писающим мальчиком в Брюсселе. Красавчик. А вот что не разочаровывает, так это огромное количество народу. И вот он, тот самый перекресток, где огромное количество людей. У меня просто слов нет, я повторяю одно и то же, потому что, ну как объяснить, здесь просто тьма, это муравейник, а? Блин, как же нас много, а, на земле. Проходим тот самый перекресток, люди идут навстречу, сталкиваются, обалдеть. И это еще, походу, не сам час пик, еще 6 часов вечера нету. Что здесь будет через час, я просто не знаю. Но мы прошли этот перекресток, слава богу, живы целы. Вот люди все снимают, кстати, такие шагитаны сзади меня. Но говорят, что лучше всего смотреть на весь этот муравейник. Вот со 2-го этажа здесь находится Starbucks, и мы сейчас поднимемся туда и посмотрим, а какой будет там вид, и может быть там поснимаем, даже таймлапс сделаем, проверим.
Совет из интернет-форумов оказался очень даже дельным. Со второго этажа картинка еще более упомрачительная. Между прочим, только за один светофорный цикл проходит в час пик от 1000 до 3000 человек, а за сутки утверждается, что целый миллион. И глядя на такой поток, начинаешь верить. Я всеми силами пытаюсь сделать здесь красивую фотографию, чтобы было видно вывески, красивые здания, небоскребы. Но, блин, людей, как много людей. Ну, конечно, это то же самое, что на Красной площади попробуй сделать аутентичную фотографию. Хрен там был. Сибуя — это еще и рай для гурманов и вообще любителей вкусненького. Помимо универсальных и вездесущих Макдональдсов и Старбаксов, на узких улочках можно найти как дорогие элитные суши или суси рестораны, так и забегаловки попроще. Вкусные и там, и там. В среднем за хороший сет отдадите рублей 400, и оно стоит каждого потраченного рубля. Такое обилие вывесок, какая-то музыка играет японская, как будто из Sailor Moon из очередной серии. Запахи перемешиваются, потому что здесь Макдональдс, какая-то обувь продается, еще чего-то. Ты такое чувство, вот по яркости, по совокупности впечатлений, ты в каком-то комиксе, просто ты на другой планете. Ну просто вот что здесь посмотреть? Я думаю, что-то похожее только чувствуют люди, которые были в Нью-Йорке. Я, поскольку там не был, могу только восхищаться вот этим районом Сибуя в Токио. Просто космос. А вот японские 30 секунд до Марса играют. Тут вообще на любой вкус и цвет. Плотно поев, безумно довольный, буквально нашпигованный впечатлениями, я побрел до хостела, до мягкой кровати в своей капсуле. Там я видел первые токийские сны и даже не догадывался, какие приключения меня ждут совсем скоро. Outside